Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 1 июня, суббота, и сегодня мы проводим с вами промежуточный выпуск. Напоминаю, что в комментариях к промежуточному выпуску, к этому выпуску, вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра утром, в воскресенье, 2 июня. Перед тем, как формулировать вопрос, ставьте знак вопроса или пишите слово «вопрос». И на самые популярные из комментариев, соответственно, с вашими вопросами, я отвечу уже завтра. Популярность определяет YouTube. Я ставлю комментарии сначала популярные и отвечаю. Ну, наши уважаемые зрители и слушатели, которые постоянно нас смотрят и слушают, прекрасно знают весь алгоритм. И я напоминаю это лишь тем, кто слушает нас относительно недавно. Ну, или ставлю в известность тех, кто, к нам присоединился только сейчас. Так, дорогие подписчики, хочу вам напомнить, что у нас существует Patreon, где я отвечаю на практически все вопросы. Еженедельно около 2 часов выходит там выпуск. Там более откровенен. Подписывайтесь, и ваше любопытство будет удовлетворено. Теперь перейдем к событиям, о которых хотелось бы поговорить, которые произошли в том числе на этой неделе. Аллергия двойника президента России Владимира Путина, вернее, уже не так, ведь он уже не является. Он уже является, по сути, назначенным президентом России и похожим на Владимира Путина. Случилась с ним неприятная история в Узбекистане. Была у него аллергическая реакция. Покраснела, опухла нижняя часть лица, нижняя часть носа, вернее, приобрела интересные формы. У него и так не все в порядке со скулами, как мы уже рассказывали неоднократно, и вы могли лично удостовериться. И в этот раз в районе скул у него опухла и покраснела кожа. Выглядело все не очень презентабельно, так как двойник, в принципе-то, аллергетик, у него и ранее были аллергические реакции, это известно, и отреагировали врачи довольно быстро, дали ему лекарственные препараты, которые блокируют симптомы аллергии, но полностью убрать симптомы аллергии не удалось. Опухлость была, и ее видно во время выхода к прессе. У так называемого Путина была опухшая физиономия в районе скул, носа, губ. Покраснение было явно, несмотря на работу гримеров, покраснение полностью не удалось скрыть. И нижняя часть носа выглядела такой грушевидной. Смешно выглядит, но да, зрителям в большинстве своем кажется, что это вполне нормально и даже вероятно в чем-то красивый Путин. Хотя урод, конечно, чистейший. На пресс-конференции, не на пресс-конференции, вернее, извините, во время выхода к прессе это был, такой, я бы сказал, тролль. Выглядел, по крайней мере, как мифические тролли, по крайней мере, так как их изображают на картинках. Смешно, конечно, но очень странным, опять-таки странным. Странно с моей точки зрения, возможно, с вашей точки зрения, как люди обычные, да, наблюдая картинку, на которой Путин вроде бы на Путина не со всеми похож, что-то рассказывают, показывают. Тут главное быть уверенным, вероятно, да, главное перенимать манеры и так далее. И если человек хочет увидеть в этом человеке Путина, он, вероятно, в нем и будет видеть Путина ровно столько, сколько нужно. Более того, если долго убеждать, что это, скажем, не Путин, а, например, Брежнев, то, вероятно, часть аудитории свято уверует в то, что это действительно Брежнев. Мы живем, когда меня спрашивают, в том числе и наши подписчики в Patreon спрашивали, почему я считаю, что мы живем в мир постфейка. Мы живем в мир постфейка, потому что 90% той информации, которая на сегодняшний день попадает в информационное пространство, по своей сути является откровенной ложью, или фейком, если угодно. 90%. Выбрать из 100% в информационном пространстве лишь 10% правды очень тяжелая задача. Очень тяжелая. Надо иметь желание, самое главное. На втором месте надо иметь способности. И самое главное,
Надо понимать, что любую информацию лучше не, скажем, лучше анализировать ту информацию, которая влияет на вашу жизнь, лучше анализировать более детально. Ну, давайте так. Я понимаю, что все полностью анализировать невозможно, и, да и, наверное, по большей части нет смысла. А ту информацию, которая попадает к вам, которую вы понимаете, что это будет влиять на вашу жизнь, обязательно анализируйте, обязательно поддавайте ее внутри себя критики и пытайтесь понять, является ли эта информация правда, в том числе и здесь должно сразу несколько совпасть факторов и доверие каналу, который должен был до этого обязательно отличаться правдивой информацией, обязательно отличаться той информацией, которая подтверждается в реальной жизни и так далее, и так далее. Конечно, стоит обращать внимание на любую информацию, и любую информацию, которая влияет на вашу жизнь, стоит, еще раз повторяю, стоит проверять. Это очень важная вещь, я вам об этом говорил всегда, и с момента основания нашего канала я всегда говорю об этом. Это важно, очень важно, я еще раз повторяю, потому что мы живем в мир постфейка. То, что нас всех пытаются накормить куклой в виде президента России, которого представляют как Владимир Путин, это, конечно, дичайший фейк, просто дичайший. Но этот фейк влияет не только на судьбу россиян, но и на судьбу людей во всем мире, которые наблюдают в России такого псевдопрезидента и, и живее всех живых. Таким образом, жизнь Путину можно продлевать вечно, правда, ведь готовьте нового двойника, все моложе и моложе, и будет вечно живой Путин. Помните, да, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так вот, сейчас мы живем в мире, в котором Путин жил, Путин жив, Путин будет жить ровно столько, сколько его будут продлять в информационном пространстве. Продлевать, извините. Так, давайте перейдем к следующей теме. Следующая тема не менее интересна. Это выход на заслуженный отдых генерала Беседы. Известный генерал, мы с вами опять-таки неоднократно о нем говорили. В последнее время немножко подзабыли его, даже не столько подзабыли, мы то сведения о нем получаем регулярно, а в информационном пространстве он пропал на какое-то время. Беседа уходит на заслуженный отдых. Какое-то время назад с него сняли практически домашний арест, его вернули на службу, и никаких особых функций у него не было. Он был, опять-таки, человеком, который просто номинально представлял главу службы, но не выполнял своих функциональных обязанностей. Фактически занимал место не более того. Сейчас уходит, и стоит обратить внимание, что он не задержан, не арестован, не находится под домашним арестом, нет против него никаких действий. На это также стоит обратить внимание. Почему, мы с вами обсудим, я думаю, к концу лета, может быть, в начале осени. Обсудим этот факт. Я просто хотел обратить ваше внимание, и это важное событие. Почему, еще раз повторяю, более детально с вами поговорим в конце лета, в начале осени. Да, давайте вернемся к тому, что сегодня День защиты детей. Мы всегда к этому празднику ранее относились иронично. В последние 2 года, уже более чем 2 года идет война. Страдают дети, дети погибают, дети есть, которые теряют родителей, получают травмы, получают душевные травмы. Это, конечно, все ужасно. Дети не должны страдать в любом случае, как бы взрослые себя дико и глупо не вели, а взрослые очень часто ведут себя дико и абсолютно глупо. Дети никогда не должны страдать. Дети — наше будущее, а будущее — это важная часть нашей настоящей жизни, очень важная. Я понимаю, что многим кажется, что будущее даже никогда не наступит, но это не так. Жизнь продолжается, и мы с вами строим фундамент нашего будущего, в том числе нашим отношением к детям. Поэтому давайте относиться и к своим, и к чужим детям, скажем, в положительном ключе,
И ни в коем случае, конечно, не обижать и делать все возможное, чтобы защитить детей, чтобы защитить наше с вами будущее. Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже 10 минут в эфире. Как обычно, у нас ролик 10-12 минут. Хочу вам напомнить, что вы можете оставить свои вопросы под этим видео в комментариях. Перед тем, как оставлять вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса и далее формулируйте его. На ваши вопросы я отвечу уже завтра. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Подписывайтесь на наш Patreon, проходите по ссылочке в описании. И уверен, что ваше любопытство будет удовлетворено. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.